Привет, вы смотрите на эту задачу и думаете, ну что, дан параллелограмм, две его диагонали, 17 и 10 диагонали, ну и высота 8. И нужно найти площадь параллелограмма. Кажется, что это классическая задача из первой части ОГЭ или ЕГЭ, которую любой отличник решит, ну, в уме буквально за минуту. Но я вам гарантирую, что 95% из вас сейчас в комментариях напишут ответ, который на реальном экзамене получит ровно 0 баллов. Почему? Да потому что это самая жестокая задача-ловушка в школьной геометрии. Сегодня мы разберем ее до основания и покажу вам, почему ваш ответ неверный. Ну что, поехали. Итак, решаем эту задачу. Я сделал какой-то рабочий классический чертеж, как обычно делают. Ну что там, параллелограмм. Все умеют рисовать параллелограмм. Нарисовал параллелограмм. А, Б, С, Д, да? А, Б, С, Д. Ну все. Диагональ от С 17, БТ, БД 10 и высота пусть будет BH равна 8. И нужно найти площадь этого параллелограмма. Ну что тут решать? Можете связаться с центральным треугольничком АОД, но я поступлю немножко иначе и проведу высоту вот из вершинки С. Я вижу, ребят, что можно найти HD. Я сейчас это и сделаю. Посмотрите. Вот я провел вторую высоту ЦК. И скажу, что, ну, конечно, из этого треугольника все по теореме Пифагора найдут, зная BD10, BH8, HT будет сколько? 6. Даже не буду это писать. Но вот дальше что? А дальше треугольнички равны какие? ABH и DCK. Я их выделю каким-нибудь цветом красивым, вот таким. Вот этот треугольничек равен этому. Ну, почему равны? Ну, по гипотенузе и катету, правильно? Все. Что следует из равенств треугольников? Ну, следует, что AH равно ДК. Ну, хорошо. О, ну и дальше что? А дальше нужно смотреть еще треугольник АЦК. АЦК треугольничек рассматриваете? Вот этот треугольник длинный, АЦК. И тогда получается, что BH 8, ну тогда и ЦК 8. И тогда у нас 8 и 17. Видите? Вот это будет у нас 17. Это 8. По теореме Пифагора находим быстренько АК. Сколько будет АК? 17 в квадрате минус 8 в квадрате 289 минус 64. 225. Корень с 225. 15. Все это 15. Это 15. Это стираю. Это стираю. Все окей. Ну и что теперь? Х плюс 6 и плюс х равно 15. Да? Х плюс 6 плюс х равно 15. Ну, тогда 2х равно 9х 4,5. Х 4,5. Что такое 4,5? Это AH. AH 4,5. Тогда сколько будет АД? А? АД, основание нашего параллелограмма. Оно будет 6 плюс 4,5, 10,5. Ну и теперь тогда площадь нашего параллелограмма – это произведение основания на высоту. Ну, вроде же все правильно. 10,5. О, надо умножить на 8. Ну, умножу на 2, это 21, потом на 4, 84. Ответ 84, я получаю 2 балла. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Почему 2 балла? Сейчас объясню. Все убираю. И говорю, вот если бы мне нужно было построить при помощи циркуля и линейки вот по двум диагональкам и высоте такой параллелограмм, такую фигурку, это 17, это 10, это 8. Вот как бы я строил, а? Я бы построил полосу вот такую. О, шириной 8. Вот так. 8. А затем что сделал? Взял вот какую-то точку, пусть А, и сделал бы засечку, ну, длиной 17. Так? Длиной 17. Вот, чтобы у меня получилось. Так, раз, и все. И получилась диагональка вот такая. Вроде бы АС, да? АС, все нормально идет. Потом нашел бы серединку этой диагональки. И что теперь? Надо пристроить вторую диагональку, которая 10. Так вот в чем фокус, ребята. Вот в чем фокус. Ну, возьму уже зеленый цвет, вторая же зеленая. Что можно пристроить диагональку вот так
Видели? А можно симметрично пристроить. Вот так. О, видели? И то, и другое 10. Вот это 10. И вот это 10. Ну, если рассмотрите эти треугольник, то окажется, что треугольник по двум сторонам и высоте, приведенной к третьей, можно построить в общем случае двумя способами. Два разных треугольника. Вот так. Поэтому у нас получится два разных параллелограмма. Смотрите, второй параллелограмм. Сейчас я его нарисую. Каким цветом? Ну, давайте синим. Вот этот второй параллелограмм. Так, мне все нормально, да? Вот второй узкий, длинный параллелограмм получился. Первый-то наш. Первый наш, я его розовым нарисую. Первый наш параллелограмм. Вы его видите все, правильно? Вот он. Вот он. Раз, два, три, четыре. А второй синий длинный. Так вот, площадь нашего розового 84. А сколько площадь синего? Дойдите дома самостоятельно. Ну, кто не верит, сейчас я его нарисую. Смотрите. О! И я, в общем-то, на этом прощаюсь с вами. Всего хорошего. Видели? С вами был Валерий Казаков. Давайте домашнее задание. Найти площадь такого параллелограмма, у которого снова вот это 17, это 10, а вот это 8. До новых встреч. С вами был Валерий Казаков. Пока.